Наука и религия. Откровения ученых. Явное и сокрытое. Совсем еще недавно ушел от нас в иной мир прекрасный русский ученый и замечательный русский человек, академик Фатей Яковлевич Шипунов, подвижническую деятельность которого один митрополит оценил печатно как равноапостольную. До возглавления Российской академии наук Ф. Я. Шипунов, будучи в руководстве Института биосферы Академии наук СССР, заведовал экологической кафедрой. О том, какую принципиальную позицию по многим острым вопросам нашего бытия занимал этот честный ученый, говорят теперь его труды, книги, фильмы, магнитозаписи, множество публичных лекций и встреч. Эта беседа была записана еще в 1985 году в гостях у провинциального священника в домашней обстановке, как говорил апостол: «Не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам». Второе послание Иоанна, глава 1, стих 12. Хотя по актуальности ее содержания и сегодня представляет немалый интерес для более широкого круга соотечественников. Мне, как православному священнику, интересно знать, есть ли научное доказательство бытия Божия, существования невидимого мира, мира духовного. Вот об этом хочется узнать подробнее. Расскажите нам, Фатей Яковлевич. Существует наука, которая называется квантовой механикой, и которая исследует частицу как физическую структуру и частицу как волну, энергию. Так оказалось, что за пределами элементарных частиц, нейтронов, протонов, электронов, позитронов и так далее, уже не существует материального мира, а существует их волновая функция. Вся Вселенная состоит из некоторой субстанции, которую нельзя назвать материальной. Это духовная субстанция, которая имеет в физике значение только как волны. Причем эта волна строго организована, более сильно, чем физический мир. И эта волновая функция определяет всю структуру и строит весь физический мир. Имеются такие волны, метрики которых равны метрике Вселенной, то есть волна распространяется мгновенно в любую точку Вселенной. Слово ли произнесенное или события запечатлеваются в любой точке Вселенной и навсегда. Поэтому есть высшая сила, которая видит весь мир мгновенно и моментально благодаря таким волновым функциям. Волновую функцию имеет человек, имеет атом, имеет молекула и так далее. Именно волновая функция правит всем материальным миром. Материальный мир – это неживой мир, который управляется волновой функцией, фактически духом. Это исчисляется с математической точностью, имеется длина волны, частота волны, фаза волны. Причем, когда физик экспериментирует со своим прибором, то он может попросить, чтобы волновая функция выдала ему частицу. Так были открыты нейтрино и антинейтрино и так далее. Опасность экспериментов с атомными ядрами заключается в том, что недоброжелательный физик может вызвать такую реакцию волны, какая способна взорвать даже Солнечную систему. В учебниках нет формул квантовой механики. Если бы они были опубликованы, то мир просто прозрел бы. Он сейчас ведь слеп. Их, к сожалению, Гинзбурги и прочая научная гестапо не дают публиковать. Мы по публикациям знаем только формулу Эйнштейна. Она неточна, ошибочна. Там не введен духовный волновой коэффициент. В ближайшее время мы, вероятно, опубликуем уравнение квантовой механики, которое доказывает существование духовного мира, который и правит физическим миром. Это все показать можно на доске, нарисовав графики, как это все определяется. То есть доказано с математической точностью существование творящих сил Вселенной,
от которых зависит весь материальный мир и мы с вами. Это последнее открытие квантовой механики, а квантовая механика считается последним словом науки. Наука подошла уже к порогу, за которым она открыла совершенно другой мир, и фактически наука практическая прекратила свое существование. Теперь дело за богословием. Это уже не дело науки. Наука описывает материальные, механические миры и так далее. То есть наука открыла богословский мир и мир духа, и объяснять мир теперь дело за богословами. В структуре познания у любого государства и общества, у любого народа 95% должно быть подчинено богословским наукам, 5 или 3% философским, рацию, нашему уму, а классическим, эмпирическим наукам могут быть подчинены доли процента. Если такая структура познания мира будет соблюдаться, мир будет сохранен, а сейчас все наоборот, повернуто вверх тормашками. Нам не разрешают публиковать волновые уравнения Шрёдингера и других ученых, хотя несколько раз покойные академики Петр Иванович Капица и Семенов Николай Николаевич пытались это сделать, но, к сожалению, только недавно удалось опубликовать книгу академика Лагунова, ректора МГУ, который доказывает ложность теории относительности и общей, и частной. Полностью разоблачен и доказан математический блеф Эйнштейна и показано, что за пределами физического мира существует еще более сложно организованный волновой безматериальный мир. Это со стопроцентной точностью доказала современная математическая и физическая наука. Это сейчас нужно все опубликовать, чтобы народ взглянул по-иному на духовный мир. Немец Шрёдингер опубликовал эти формулы на Западе в 50-х годах. Их надо было в наши учебники ввести, ведь у нас во всех учебниках неточная, фальшивая формула. Вот посмотрите, почему сейчас везде идет борьба за разоружение, за сокращение ракет средней дальности. Дело в том, что из этой формулы не вытекает один очень важный фактор. Накоплено огромное количество боеголовок с ураном-235. Так оказалось, что если 25 лет пролежит уран-235 с содержанием 20%, это его начинка, балласт, то он сам произвольно начинает выделять из себя плутоний. А у плутония критическая масса очень мала, порядка доли процента, и скоро весь накопленный ядерный арсенал начнет сам по себе взрываться в подземных кладовых и везде. И война не нужна. Поэтому сейчас стал вопрос на переговорах, которые ведутся, куда его деть. Если выбрасывать за пределы Солнечной системы, то потребуются колоссальные деньги, потому что выведение на орбиту килограмма металла в наших спутниках стоит 50-60 доперестроечных рублей, а там 18-20 тонн. Вот и подсчитайте, какие огромные ресурсы предлагается выбрасывать на ветер. Поэтому из математических формул, существующих в нашей стране, не вытекает ряд аспектов, которые мы в последнее время обнаружили. Так же, как и биологическая наука не в состоянии была предсказать появление таких страшных духовных болезней, как СПИД и подобные ему вирусы. Их уже 3 вида возникло. То же самое и в физике. У нас в стране на ряде атомных станций стал выделяться непредсказуемый, в скобках для эйнштейновцев, плутоний, а это ведет к взрыву. Поэтому, если бы мы применяли при развитии ядерной физики математический аппарат квантовой механики, то мы бы этого не допустили. Мы обязательно предсказали бы выделение плутония. Это же страшная штука. Плутоний стал выделяться на некоторых атомных станциях. Он выделяется в ядерных боеголовках. Пройдет еще 10 лет, и он начнет взрываться. А их накоплено огромное количество, десятки тысяч. Земной шар ведь в кусочки может разнести. На каждого человека в мире накоплено 80 тонн тринитротолуола, а нужна 1000-я доля грамма его, чтобы убить человека. Это же сумасшествие и самое настоящее. Так что существует духовный мир, и очень сложный. Сейчас разработаны жидкокристаллические датчики, которые фиксируют волновые функции, когда через 1 квадратный сантиметр проходит сигнал 10 в 12 степени сигнала в секунду волновых функций.
А каждая волновая функция – это монада, это есть носитель сущности, причем он организован более сложно, чем физический мир. Физический мир – это полухаос, его держат в узде волновые функции. Нашими приборами мы фиксируем волновые функции и с отрицательным знаком. Преобладают, конечно, с положительным знаком, а эти с отрицательным. Они фиксируются в левой части осциллографа. Это говорит о том, что существует антимир, который не несет жизненного начала. Он может только разрушать физический мир. Эти отрицательные поля мы обнаружили в НЛО, летающих тарелках. Существуют демонические явления, допускаемые Творцом на Земле. Определены их центр, траектории полета и так далее. Есть точка, где существует некий владыка, который этим демонизмом управляет. Мы это знаем, нам давно вера православная подсказала, что это такое. У нас сейчас есть своя терминология научная по этому делу. А волновые функции организованы более строго, иначе они не управляли бы нашим физическим миром. Именно на Земле растет с каждым годом количество электромагнитных матриц с отрицательным знаком. Причем они фиксируются, в окружении одного человека их практически нет, а другой ими просто облеплен. Но что самое поразительное, когда мы обратились в Министерство внутренних дел, то узнали, что у нас в стране 70% нераскрытых страшных уголовных преступлений. Так мы им сказали, что при определенных условиях, причинах, раньше это называли бездушный человек, образуется вакуум, и в него, мы это фиксируем приборами, внедряются электромагнитные матрицы с отрицательным знаком, и они начинают управлять человеком. И это страшно. Раньше это называли по-славянски бесами. Мы их называем на языке физики электромагнитные матрицы. Это не совсем и не просто электрическое поле. В присутствии этих полей волновых функций меняется векторальная структура электромагнитного поля. И это электромагнитное поле мы фиксируем. Вот вы подъезжаете к Кирилло-Белозерскому монастырю, а на машине установлены датчики. На расстоянии 7 километров от монастыря они аж зашкаливают. Это в православии называется намоленное пространство. Если вы из Кирилло-Белозерского монастыря принесете кирпич в дом, то он излучает большое количество энергии во все стороны. А на Елоховском кафедральном соборе мы делали измерение энергетики накупольного креста на Пасху. С началом богослужения излучение увеличивалось на порядок. С каждого квадратного сантиметра креста излучается несколько киловатт энергии в секунду. Колоссальная энергия. Прямо маленькая электростанция. Вертикальная часть креста принимает космическую радиацию, а горизонтальная часть его переизлучает на поверхность Земли. Ведь крест – это самое совершенное острие стоков. Острие стоков классическое – это, к примеру, хвоинка на сосне. А крест является самым мощным излучателем электрических зарядов, причем живительных зарядов, которых так не хватает на Земле. Это чисто физическое явление, я не буду говорить о других. Крест – это одно из самых мощных явлений подпитки жизненных сил на Земле. В природе по мощи ему нет примера, так же как и колоколу. Колокол излучает огромное количество резонансной ультразвуковой радиации и все кругом очищает и духовно, и физически. А ультразвуковая радиация существует давно, и вообще биосфера – это единственное место на Земле, где она есть. Вот, к примеру, над Москвой 15 километров, а вниз она идет до 3 километров. Это тоненькая оболочка Земли. В пределах биосферы существует созданная Творцом звукосфера, а человек с некоторых пор стал ее преобразовывать в шумосферу, в хаос. Есть шум, а есть звук. Звук целителен для всякой живой клетки, а шум разрушает. Шум накапливается, аккумулируется в живой клетке, и вообще в организме каждая клетка может развалиться. И в этой шумосфере, которую человек сам создает, ему, конечно, не выжить, а звук способствует жизнедеятельности клетки. С помощью творческих сил Вселенной и Творца, чтобы помочь усилить звукосферу в биосфере, был создан колокольный звон. И там, где присутствует колокольный звон, всегда ощущаем звукосферу,
то есть симфонию природы. В этой среде жизнь поддерживается на максимальном уровне. Мы подсчитали сейчас российский потенциал до 30-х годов, 1270 монастырей и примерно 80 тысяч церквей. Количество колоколов взяли среднее и подсчитали потенциал излучения в ультразвуковом диапазоне. Он был таков по большим праздникам, что ракета средней дальности действия отклонила бы свою траекторию. То есть Россия фактически находилась под звуковым куполом, и это все было ликвидировано. При каждом ударе колокол работает как генератор энергии в ультразвуковом диапазоне, не только оказывая на все живое благотворное действие, но и разрушая болезнетворную среду. Что касается вот этих всех вирусных заболеваний, не несущих ДНК, то в ультразвуковом диапазоне эти все вещества, эти молекулярные структуры, даже вирус гриппа, вирус желтухи и тому подобные, они просто гибнут, не выдерживают. Если вы чашки Петри поставите под хотя бы 6-октавные колокола, то в комнате просто идет стерилизация при звонах. Белки свертываются в клетках, они превращаются в кристаллические структуры и не несут уже никакой заразы. Каждый вирус исчезает в своем звуковом диапазоне. Необъяснимо только одно: как же наши предки уже знали веками назад, против какого конкретного морового поветрия, а по нынешнему эпидемии, и в какого тембра колокол нужно клепать круглосуточно, пока не уйдет. Тифозная палочка в течение нескольких секунд гибнет при колокольном звоне. Вот что такое колокольный звон. Это все опубликовано в светской печати. 2 международных конгресса прошло по колокольному звону. Мы писали в правительство, нам ответили: продолжайте исследования. Мы сейчас продолжаем. Мы дали Лигачеву прослушать колокольный звон Николо-Огрешского монастыря, основанного еще Дмитрием Донским, звук, восстановленный таким, каким он был в XIX веке. Мы отсеяли все шумы, профильтровали, усилили и прослушали. В принципе, можно восстановить хоровое богослужебное пение любого храма, даже если он полностью разрушен. Это называется звуковая проскопия. Можно восстановить полностью фон Куликовской битвы, Бородинской битвы. При использовании более совершенных усилителей слышно, что богослужение идет в каждой церкви, будь она действующая или не действующая, даже если нет фундамента. Раньше это в народе называлось богослужение, которое ведут ангелы, а теперь это подтверждается звуковым фоном. Там, где Божией Матерью остановлен был Тамерлан, в церкви Владимирской иконы Божией Матери идет постоянный звон, без усилителей. Даже бывает так: вот Лютиков монастырь под Калугой, недалеко от Оптиной пустыни, сейчас там скотный двор. Монастырь этот был реставрирован в 30-х годах, а потом его наши недруги приказали взорвать, и там слышен колокольный звон с усилением, многооктавный, на всю округу. Мы ставили усилители в 300 метрах, в километре, в 7 километрах, идет звон. Он, конечно, убывает, есть сопротивление среды, а в километре прекрасно слышен колокольный звон уничтоженного Лютикова монастыря, на месте которого просто скотный двор. Вот вчера мне батюшка говорил, что храм – это есть небесное явление, а небесные силы неуничтожимы силами человеческими. Это показывает нам колокольный звон. Мы обратились в правительство с просьбой открыть звон 52 церквей в Москве. Сейчас закупили очень мощную аппаратуру с целью восстановить истинный колокольный звон и в Троицкой Сергиевой лавре, и в Даниловском монастыре. И мы это сделаем на самом высочайшем уровне качества. Фатей Яковлевич, а как объяснить такое явление? Есть такие люди, в которых говорит бес. Например, бабушка неграмотная, а в ней бес говорит на разных языках. Объясните нам. Сначала я скажу богословскими терминами, которыми изъяснялись с нами святые отцы. То, что любой бес знает больше всего человечества, это известная богословская истина. А с точки зрения современной квантовой механики это объясняется достаточно просто, потому что волновая функция этой сущности и вообще всякая волновая функция любого человека и подобно ему организованных обладает вселенским знанием. А знать языки всего мира, их не так-то много, легко для этих волновых, очень сложно организованных.
Не так давно интернет взорвало откровение известного британского ученого Энтони Флю, с которым он выступил, отрекаясь от своей атеистической веры. Произошло это еще в 2004 году, когда Флю исполнился 81 год, умер он в 2010. Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей, и я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес им, заявил ученый, который до этого воодушевленно и яро читал атеистические лекции в разных высших учебных заведениях. На днях откровение Флю почти десятилетней давности всплыло стараниями блогеров и вызвало заинтересованную реакцию многих. Что неудивительно для тех, кто не был с ним, откровением, знаком. Когда известные люди, а тем более атеисты, соглашаются с тем, что Бог есть, это шокирует, вызывает желание понять, в чем причина. Вот что пояснил в свое время сам Энтони Флю. Биологическое исследование ДНК показало, что для возникновения жизни требуется поистине невероятное сочетание множества различных факторов, а это, несомненно, приводит к выводу об участии во всем этом того, кто способен творить. Существующие факты убедили меня в абсурдности теории, утверждающей, что первый живой организм произошел из неживой материи, а затем путем эволюции превратился в создание необычной сложности. Сейчас даже сама мысль о возможности происхождения первого организма, способного к самовоспроизводству по сценарию спонтанной естественной эволюции, видится мне кощунственной. Флю тут не одинок, по сути ему вторит Фрэнсис Крик, который один из первых описал спиральную структуру молекулы ДНК. В свете знаний, которые доступны нам сегодня, единственное заключение, к которому может прийти непредвзято мыслящий человек, это признание того факта, что жизнь является результатом некоего чудесного творения, а иначе как же можно объяснить удивительно точное взаимодействие огромного количества факторов, необходимых для зарождения жизни и ее развития. А вот в чем недавно признался американский биохимик профессор Майкл Бехе, сотрудник университета Лехай, города Бетлехем, штат Пенсильвания, автор книги «Черный ящик Дарвина». За последние 50 лет биохимики раскрыли множество важных тайн человеческой клетки. Десятки тысяч людей посвятили свою жизнь лабораторным исследованиям для того, чтобы раскрыть эти секреты. Но все усилия, потраченные для изучения живого организма, ясно дали один ответ – творение. Господь не только существует, но и вмешивается в нашу жизнь, доказывает в своем бестселлере «Язык Бога» известный генетик и бывший руководитель проекта «Геном человека» Фрэнсис Коллинз, которого его же собственные исследования тоже сделали глубоко религиозным человеком и автором нашумевшего изречения «Между верой в Бога и наукой противоречий нет». Ученый ссылается на квантовый механизм неопределенности, который делает окружающий мир вольным, непредсказуемым в своем развитии и до конца необъяснимым. Бог определенно управляет процессами мироздания, пишет Коллинз, но способами столь тонкими, что они неуловимы для современных ученых. В этом смысле наука открывает дверь к осознанию божественного влияния, без покушений на имеющиеся законы природы. По Коллинзу выходит, раз Бог возится с нами на квантовом уровне, то имеет смысл ему молиться и просить о помощи. Кстати, по воспоминаниям современников Дарвина, когда он уже был близок к смерти и его спросили, так кем был создан мир, он ответил «Богом». Не всякий человек, к сожалению, знает, что большинство величайших ученых прошлого времени и наших дней были и остаются верующими в Бога людьми. Вот, к примеру, слова одного из основоположников астрономии нового времени, немецкого ученого Иоганна Кеплера, который в познании звездного мира черпал прежде всего неиссякаемую радость богопознания. «О, как счастлив тот, кому дано через науку возвышаться до небес! Там видит он превыше всего творчество Божие. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты удостоил меня этой величайшей радости изучать творение Твое.
О, как велик наш Бог! Да воспевает непрестанно душа моя славу Его. Знаменитый астроном Фламерион Камиль говорит: математический порядок астрономической организации Вселенной обязан своим происхождением разуму, без сомнения высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов. Верховный виновник всей стройности и красоты, кто же и что же такое ты, если дела твои столь велики? И какое имя дать тем, кто отрицает тебя, кто не живет мыслью о тебе, кто никогда не чувствовал твоего присутствия? Отец всей природы, я с любовью преклоняюсь пред тобой. Знаменитый астроном Гершель засвидетельствовал: чем более раздвигается область науки, тем более является доказательств существования вечного, творческого и всемогущего разума. Известный астроном Медлер писал: кто ничего, кроме случая, не хочет видеть в этой гармонии, обнаруживающейся с такой очевидностью в строении звездного неба, то должен этому случаю приписать божественную мудрость. По словам астронома Ватсона, изучение дивного механизма звездного неба возбуждает и укрепляет в нас удивление бесконечному совершенству всемогущего и живого Бога. Крупнейший физик, астрофизик и космолог XX века Джинс говорит: примитивные космогонии рисовали Творца работающим во времени, выковывающим Солнце и Луну и звезды из уже существующего сырого материала. Современная научная теория заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью Его творения, так же, как художник находится вне своего холста. Великий физик нашего столетия Артур Камптон, лауреат Нобелевской премии, говорит: «Вера начинается с сознанием того, что высший разум создал Вселенную и человека». Мне нетрудно верить в это, потому что факт наличия плана и, следовательно, разума неопровержим. Порядок во Вселенной, который разворачивается перед нашим взором, сам свидетельствует об истинности самого великого и возвышенного утверждения: «В начале Бог». Знаменитый естествоиспытатель Карл Линней свидетельствовал о своей любви и благоговении к Богу, которого величал первым непостижимым двигателем, существом существ, причиною причин, вождем и хранителем Вселенной, господином и работником всякого дела в мире. Итак, справедливо верить, что есть Бог, великий и вечный, не порожденный никаким существом, который сотворил это всемирное дело и водворил в нем порядок. Он исчезает из наших глаз, хотя и наполняет их светом. Лишь одна мысль постигает его, лишь в этом глубочайшем святилище сокрыто его величие. А по свидетельству выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой – свою волю. Первая – видимый этот мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество по вере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благословение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в оной книге сложение видимого мира сего, физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру, по-английски природу, влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. Один из основоположников электродинамики, физик Ампер, сказал: «В природе мы можем наблюдать дела Творца и от них возвышаться познанием к Творцу». Крупный ученый, естествоиспытатель Агасис говорит: «Мир есть самое наглядное доказательство бытия личного Бога, Творца всех вещей и промыслителя мира, а наука – перевод мысли Творца на человеческий язык». Известный ученый-химик Либих, один из основателей агрохимии, пишет:
Познание природы есть путь к благоговению перед Творцом. Один из числа самых великих математиков мира, Коши, писал: «Я христианин, то есть верую в божество Иисуса Христа, как и Тихо де Брага, Коперник, Декарт, Ньютон, Ферма, Лейбниц, Паскаль, Гримальди, Эйлер и другие, как все великие астрономы, физики и математики прошлых веков». Во всем этом вероучении я ничего не вижу, что сбивало бы с толку мою голову, как ученого. Напротив, без этого святого дара, веры, без знания о том, на что мне надеяться и что ожидает меня в будущем, душа моя в неуверенности и беспокойстве металась бы от одной вещи к другой. По словам отца современной микробиологии и иммунологии Луи Пастера, чем более я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во время своих работ в лабораториях. На вопрос «Вы верите в Создателя, в Бога?» известный физик Томас Эдисон отвечал: «Конечно, существование Бога может даже быть доказано химическим путем». Известный ученый Анри Беккерель, первооткрыватель радиоактивности, свидетельствует: «Именно мои работы привели меня к вере, к Богу». Первооткрыватель электромагнитной индукции, выдающийся ученый Майкл Фарадей, читая Библию, сказал: «Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения». Первооткрыватель электрона, великий физик Томпсон, говорит: «Не бойтесь быть независимыми мыслителями. Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии». Известный ученый, физик и математик Стокс утверждал: «Я не знаю никаких здравых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии». Первооткрыватель аргона, криптона, ксенона и неона, нобелевский лауреат, физик и химик Рамзай сказал: «По моему мнению, нет действительного столкновения между фактами науки и существенными учениями христианства». Выдающийся философ и физик, математик и физиолог Декарт писал: «Я всегда думал, что два вопроса о существовании Бога и о сущности души должны считаться самыми главными в ряду тех вопросов, решать которые следует скорее философии, чем теологии. Ибо хотя для нас, верующих, совершенно достаточно верить в Бога и в то, что душа не погибает вместе с телом, но, без сомнения, неверующих невозможно заставить признать какую-либо религию или даже какую-либо нравственную добродетель иначе, как путем доводов разума». Автор 10-томного издания по энтомологии ученый Фабр оставил такое свидетельство о своей вере в Бога: «Мир управляется бесконечным разумом. Чем больше я наблюдаю, тем больше я открываю этот разум, светящийся за тайной существующего. Я знаю, что надо мной будут смеяться, но я мало забочусь об этом. Легче содрать с меня кожу, чем отнять у меня веру в Бога. Бог. Мне не надо верить в Него, я вижу Его». Великий ученый, физик, математик, философ Блес Паскаль говорит: «Есть три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему. Люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его. Эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его. Это люди разумные, но еще несчастны». Основоположник теории колебаний и закона излучения абсолютно черного тела, лауреат Нобелевской премии, знаменитый английский физик Пейли говорит: «Многие незаурядные люди не хотят ничего знать о естествознании, потому что оно будто бы ведет к материализму». Что такое опасение может существовать, это неудивительно. В литературе есть много адвокатов науки, сделавших из распространения таких взглядов занятие. Нет сомнения, конечно, что и у представителей науки, как и у всех других людей, могут встречаться грубые понятия по высшим вопросам об основах природы.
Но чтобы расходились с духом науки религиозно-философские убеждения, которыми жили Ньютон, Фарадей, Максвелл, это, конечно, такое положение, опровержением которого я не считаю нужным заниматься. Великий ученый-физик, астроном и механик Галилео Галилей говорит: в действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания. Ему же принадлежат и следующие слова: Священное Писание никогда не может погрешать или заблуждаться. Само Писание никогда не может ошибаться, потому что во многих местах оно не только допускает, но и требует толкования, отступающего от прямого буквального смысла. Великий ученый-физик Рейнольдс считает: в результате научных изысканий последних лет я не вижу ничего такого, что заставило бы меня усомниться в непосредственном откровении Бога людям в разные времена, а христианство основано на этой вере. Первооткрыватель броуновского движения, английский ученый Броун, говорит: познание Бога в мире – это первое движение ума, пробуждающегося от житейской суеты. Основоположник клеточной теории строения живых организмов, ученый-биолог Шлейден, пришел к выводу: именно истинный-то и точный натуралист и не может никогда сделаться материалистом и отрицать душу, свободу, Бога. Один из величайших в мире математиков, Эйлер, сказал: Библия ничего не теряет от возражения неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения. Знаменитый ученый-геолог Лайль говорил: в каком бы направлении мы ни производили свои исследования, повсюду мы открываем яснейшие доказательства творческого, высшего ума и действия премудрого промысла Божия в природе. Комментарии российских ученых. Философ, научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Алексей Григорьев. Надежды ученых XX века, что мир будет познан за несколько десятилетий, до сих пор не оправдались. И сегодня мы не знаем ответов на, казалось бы, самые элементарные вопросы: что такое энергия, электрон, притяжение? Никто из современных гениальных конструкторов не в состоянии создать такую универсальную машину, какой является человек. Никакой инженер не построит систему, в которой бы, как во Вселенной, сохранился удивительный баланс планет, не дающий человечеству сгореть или замерзнуть. А не удивляют ли физические константы, которые задают устройство нашего мира, гравитационное, магнитное и многие другие? Еще много лет назад ученые доказали, если бы эти константы были другими, например, отличались бы от нынешних всего на 1%, то не возникли бы ни атомы, ни галактики, не говоря уже о людях. Не поддающаяся объяснению упорядоченность и согласованность строения Вселенной и человека и приводят многих ученых к вере в Создателя. Известно, что великий русский ученый-физиолог, академик И.П. Павлов был помощником старосты Знаменской церкви. Вот какое пояснение он дает о бессмертии души. «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства – радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека, самая способность мыслить и рассуждать связаны, каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга и ее нервами. А когда тело перестает жить, тогда все эти чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от мозговых клеток, уже умерших, в силу общего закона о том, что ничто, ни энергия, ни материя не исчезают бесследно и составляют ту душу, бессмертную душу, которую исповедует христианская вера. Однажды, как рассказывал академик Павлов, он ехал на трамвае и, увидев в окно храм Божий, как обычно перекрестился. «Темнота», — громко сказал ему рядом стоящий матрос. Это не анекдот, это одна из многих грустных страниц безбожного периода нашей российской истории. В стране воинствующего безбожия и позднее научного атеизма борьба настоящих ученых за истину научную,
разумеется, сразу превратилась в борьбу религиозную. Вместе с духовным сословием, исповедавшим Христа и жизнь вечную со Христом, множество ученых мужей терпели гонения и принимали венцы мучеников не только за веру, но и за подвиг сохранить честь подлинной науки. Вот слова известного ученого, архиепископа Луки Война-Есенецкого, крупнейшего специалиста в области гнойной хирургии, который он сказал после вручения ему Сталинской премии первой степени в день 80-летия 27 апреля 1957 года. Глубоко ошибаются те, кто считает невозможным совместить науку и религию. Знаю я, что и среди нынешних профессоров есть очень много верующих, просящих у меня благословения. Не теряют своей актуальности и ценности не только учебники по хирургии, но и написанные владыкой в разных лагерях книги, такие как «Смерти нет», «Дух, душа и тело» и многие другие.